И последнее предупреждение. Бегите из города! You understand the gravity of the situation you're in. Пусть горит. Головы! На землю, сука, не двигаться! Вон из моего дома! Быстро! Иногда многообещающие игры проваливаются в продажах. Это может быть связано с обилием багов, странностью геймдизайнерских решений и десятками других причин. Большинство проектов так и остаются на свалке истории, но есть и те, что словно феникс восстали из пепла. О таких я сегодня и расскажу в этом видео. Не переключайтесь. Сложно поверить, но запуск Skyrim, любимой многими и известной по мемам «Слышь, купи!» Я больше не буду покупать твою игру, Тодд. Купи Skyrim! Был провальным. Тайтл ругали за невероятное количество багов, которые мешали прохождению. Особенно остро проблема стояла на PlayStation 3. Долгие месяцы Bethesda исправляла ошибки. Сейчас проект абсолютно играбельный на всех платформах, куда его портировали. Однако некоторые проблемы разработчики не смогли поправить даже спустя годы после релиза. Например, геймеры до сих пор жалуются на механику заклинаний. Как хорошо, что фанатское сообщество до сих пор поддерживает игру многочисленными и зачастую бесплатными модификациями к игре. Вы, стервятники, готовьтесь рвать еще теплую плоть этого города. Развлекайтесь. Еще один крайне популярный проект, который игроки разнесли на старте, это Бэтмен Рыцарь Аркхема. Заключительную часть культовой серии о 3 непростых ночках для супергероя в костюме летучей мыши ждали миллионы игроков по всему миру. Однако PC-версия проекта оказалась настолько неоптимизированной, что компании пришлось возвращать деньги покупателям и снимать ее с продажи. На консолях все оказалось в разы лучше. Экшен пусть периодически подтормаживал, но был вполне играбельным. Спустя время Rockstar Studios удалось исправить все проблемы. Сейчас боевик считается образцовым примером качественной супергероики, его обожают геймеры из всех стран. Вы, ублюдки, что спрятались за стенами полицейских участков, вам не спастись. Rainbow Six. Специализация. Бой в ограниченном пространстве. Это агенты спецподразделений со всего мира. Если есть что-то, что Ubisoft умеет хорошо создавать, то это тактические шутеры. Rainbow Six Siege, она же Радуга 6 Осада, завлекла геймеров ярким трейлером, в котором ощущалась настоящая командная работа и чувствовалась необходимость обладать стратегическим мышлением для успешного завершения миссии. Правда, мало кто верил в столь высокий уровень графики, заявленный разработчиками. Впрочем, даунгрейдом картинки мало кого удивишь в наше время. Когда тайтл добрался до пользователей, те были несколько разочарованы. Геймплей несколько отличался от показанного в трейлере, а графику не просто ухудшили, а казалось, сделали полностью другой. Да и к количеству доступного контента возникли вопросы. К счастью, французский издатель не забросил свой проект. Игрокам постоянно предлагали новых оперативников, карты, скины, оружие и многое другое. Дойдя в игру сейчас, вы удивитесь количеству доступного контента и, уверяю вас, останетесь в шутере надолго. Иногда проблемы возникают из-за амбиций разработчиков. Так случилось и у студии Hello Games. Перед выпуском космической адвенчуры No Man's Sky команда обещала реализовать
процедурно генерируемую вселенную, наполненную доступными для исследования планетами. Для многих игроков это звучало как предел мечтаний. Однако на релизе вместо обещанных плюшек они получили скучную одиночную кампанию, раздражающие механики выживания и пустые миры. Даже многопользовательский режим, который мог подарить хоть какие-то положительные эмоции, оказался временно недоступен. Пока фанаты бушевали и жаловались, разработчики работали над исправлениями. Они выпустили несколько крупных бесплатных обновлений и не пытались нажиться на микротранзакциях. В итоге No Man's Sky по праву считается одной из лучших космических одиссей, в которую стоит сыграть каждому любителю далекого и неизвестного. Demon's Souls. Сегодня имя Хидетаки Миядзаки знает почти каждый геймер. Японский мастер создает одни из самых сложных игр в придуманной им жанре Soulsborne. Мало кто из игроков видел финальные титры, не разбив перед этим пару клавиатур и мониторов во время прохождения. Но много лет назад, когда первый проект только вышел, вице-президент Sony Entertainment Сюхэй Есида охарактеризовал его двумя словами: «Это просто дерьмо». Продукт From Software продавался за бесценок в Японии. Компания не ожидала увидеть хоть какую-либо прибыль. Однако, каково было их удивление, когда игра начала расходиться благодаря сарафанному радио. В итоге проект стал настоящим хитом за океаном. Геймеры из США и Европы устали от того, что их постоянно водят за руку. Хардкорный геймплей Demon's Souls пришелся им по вкусу. Sony поняла, что упускает невероятно прибыльную нишу, и помирилась с разработчиком. О Psychonauts слышали многие. 3D-платформер под куполамповым геймплеем, забавными героями и занятным сюжетом. Игра прошла огонь, воду и медные трубы, но все же смогла добраться до полок магазинов. Критики остались в восторге. Игре пророчили огромные продажи, но реальность оказалась совершенно иной. Проект разошелся тиражом всего в 100 тысяч копий. Скромные продажи стали еще одним гвоздем в крышку гроба издателя Majesco Entertainment. Спустя 10 лет компания Double Fine портировала тайтл на различные платформы. Игроки массово побежали скупать необычный проект, что наконец-то позволило ему окупиться. Также разработчики провели успешную краудфандинговую кампанию, и свет увидел сиквел платформера. Игра, кстати, доступна в Game Pass от Microsoft. Киберпанк 2077 – одно из главных разочарований для поклонников Майка Понсмита, автора оригинальной настольной игры. Издатель и разработчик CJ Projekt Red обещала великолепное приключение с глубокой проработкой механик, харизматичными героями и открытым миром. Правда, в реальности ситуация получилась совершенно иной. На приставках старого поколения игра фактически отказывалась работать, постоянно багуя и вылетая. Такая же ситуация была и на ПК. 2 года понадобилось польским разработчикам, чтобы привести проект в норму, вернуть его в Steam, откуда его удалили из-за низкого качества, и вновь заработать уважение и признательность фанатов. Сейчас Cyberpunk 2077 – это законченная игра, лишенная багов и прочих неприятных моментов. А о каких подобных играх слышали вы? Обязательно напишите в комментариях, будет интересно почитать.